Всем привет! Но не покидает нас сеточка, интерес к ней остается, как и прежде, как и 2 года назад. Мне кажется, еще долго-долго мы будем вязать сеточками свои топы, майки, футболки, бомберы, все что угодно. Сейчас сеточка, она просто вот на всех подиумах. И когда я кидаю картинки в телеграм-канале, там одного какого-то изделия, потом другого, они, кстати, бывают по-разному выглядят на разном цвете пряжи, а схема одинаковая. Или там одна крупнее сетка, а другая меньше, но схема опять-таки одинаковая. И на пальцах мне это очень-очень тяжело объяснить, поэтому решила уже все точки поставить над «и» и показать эту разницу. Первый узор, он выполняется на 4 петлях и 4 ряда в высоту. Второй узор, он провязывается также в раппорте 4 петли набираете, 8 рядов в высоту. Второй узор, как мне кажется, вот на мой взгляд чисто, провязывается легче, поскольку там есть ряды, в которых просто вяжется все по узору, и на нем больше отдыхаешь. А на первом узоре, на нем чаще крутишь вот эти петли влево-вправо. У себя на экране вы сейчас видите разные, казалось бы, изделия, но всех их объединяет одна схема. Выглядят они по-разному. Я специально взяла пряжу одну и ту же, то есть по составу одинаковую, метраж один, ну, у меня даже цвет один. Иногда бывает восприятие меняется даже из-за цвета пряжи. В своих изделиях вы можете сочетать, опять-таки смотрите на экран сейчас, вы можете сочетать разные сеточки в одном изделии, вы можете чередовать их с лицевой гладью, вы можете чередовать их как горизонтальные полосы, как панно, так и вертикальные полосы, то есть как ваша фантазия разыграется. Ну и так как у нас все познается в сравнении, да, вот разное провязывание одного и того же узора, вот дает вот такой вот эффект. И все это познается только в сравнении. То есть я за вас проделала всю работу. Теперь, когда у меня будут такие вопросы в телеграм-канале, я буду посылать на это видео. Для таких узоров сетчатых вполне сгодится ниточка очень тонкая, поскольку если вы сравните вообще любую сеточку, любое провязывание, где 2 вместе, 3 вместе, чередуя через накиды с лицевой гладью, то лицевая гладь всегда будет тоньше казаться по ощущениям, по тактильным, нежели любая сеточка. Сеточка, она всегда придает объем и делает ваше полотно визуально толще, поэтому обязательно вяжем образец. А я вам желаю легких петелек и самое главное, будьте здоровы. Вот схема, и здесь нарисовано 2 раппорта по 4 петельки. 2 вместе с наклоном вправо, 2 накида, 2 вместе с наклоном влево. В первом ряду вот раппорт и через ряд вот раппорт, а справа и слева это петли симметрии, поэтому удобнее рисовать 2 раппорта. Кромочную снимаю и начинаю вязать раппорт. 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид, то есть 1, и тут же делаем второй, и 2 вместе с наклоном влево. 1 раппорт есть. Повторяем. 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид, 2 вместе с наклоном влево. Ну, соответственно, количество петель должно быть кратно 4. Итак, повторяем до конца ряда. И в конце ряда вместе 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид и 2 вместе с наклоном влево. По кругу все то же самое. И кромочная петля. Второй ряд, если вы вяжете по кругу все петли лицевыми, накиды можно провязывать как? Первый накид лицевой петлей, второй лицевой скрещенный, то есть подхватить ее за заднюю стенку. В общем, любым удобным способом. Можно еще вязать лицевая и изнаночная петля. На внешний вид узора оно практически не влияет, прям чуть-чуть. В общем, как удобно, так и провязывайте, если по кругу вяжете. У меня поворотное вязание, разворачиваю на изнаночную сторону, кромочную снимаю и вяжу изнаночную петлю, двойной накид встретился, провязываю 1 накид изнаночной петлей, второй накид можно провязать лицевой петлей, то есть спицу правую заводим за заднюю стеночку и провязываем. То есть из 2 накидов сделали 2 петли. Или же можно вот так он, да, или можно его перевернуть правой спицей левой стенкой к себе и провязать изнаночной петлей. Как удобно, так и провязываем. Двойной накид провязываем 1 изнаночной и перевернув 2 изнаночной. Еще раз
1 изнаночная, скинули накид, второй накид правой спицы переворачиваю левой стенкой ближе к себе и провязываю за передние стеночки, за переднюю стеночку изнаночной петлей и так далее. В конце 1 изнаночная и 2 изнаночная из 2 накидов. Довязали второй ряд. Третий ряд мы вяжем то же самое, но в шахматном порядке, то есть раппорт все тот же. Третий ряд узора смотрим. У нас сначала идет накид и 2 вместе с наклоном влево, это петли симметрии, а дальше пошел целый раппорт. Так, кромочную снимаю, накид, 2 вместе с наклоном влево. 2 петли разворачиваю левыми стеночками к себе. Если вы вяжете бабушкины изнаночные в поворотном вязании, значит у вас уже стоят левыми стеночками. Просто подхватываете за задние стенки и провязываете. Вот теперь начинается дальше раппорт узора по 4 петли. Можете отметить себе, кто начинающий, можете отметить себе маркером каждые 4 петельки. 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид и 2 вместе с наклоном влево. 2 вместе можно провязывать одну петлю, первую разворачивать, можно через протяжку делать. Я показываю, как я привыкла, то есть мне удобнее 2 петли перевернуть. То есть эти вопросы мы разбирать не будем, да, это уже кто как привык. 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид, 2 вместе с наклоном влево. Идем до конца, 2 вправо, двойной накид, 2 влево. И в конце смотрим, у нас должно быть петли симметрии 2 вместе с наклоном вправо и накид, 2 вместе и накид, и кромочная. Четвертый ряд, если вы вяжете по кругу, это лицевые петли, из 2 накидов вывязываем 2 лицевые, или лицевую, первую лицевую, вторую изнаночную, как удобно. У меня поворотное вязание, поэтому я провязываю все петли изнаночными. Одинарный накид 1 петлей и двойной накид 2 изнаночными петлями. 1 изнаночная и 2 изнаночная. Я уже довяжу ряд до конца. Кромочная в конце. Все, дальше мы чередуем с 1 по 4 ряд. И теперь давайте второй узор разбирать. Значит, смотрите, если вот сюда, вот в схеме у меня просто через клеточку нарисовано, да? Если вот сюда поставить 3-й ряд, следующий ряд, который был 3-м, нарисовать 5-й ряд, и в следующей клеточке нарисовать 7-й ряд. То есть ручкой себе пометить, схему мы оставляем ту же самую, но ручкой помечаем себе ряды. Получается совсем другой узор. Давайте его разберем. То же самое в раппорте 4 петли. У меня здесь в образце планка, кромочная и 3 петли платочной вязки. Кстати говоря, смотрите, если вы используете резинку 2 на 2, то можно подгадать, чтобы прям вот дырочка выпадала в первом ряду между 2 лицевых. Я думаю, это несложно. Итак, начинаем вязать первый ряд. 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид, двойное обвитие, да, 1 и 2 накид, 2 вместе с наклоном влево. Все, раппорт узора закончен. Повторяем его. 2 вместе вправо, двойной накид, 2 вместе влево, 2 вместе вправо, двойной накид, 2 вместе влево, 2 вправо, двойной накид, 2 влево, 2 вправо, двойной накид, и повторяем до конца ряда. 2 влево. И планка у меня 3 петли платочной вязки и кромочная петля.
Второй ряд. Если вяжете по кругу, то точно так же, как и в первом варианте, мы провязываем 2 накида либо лицевыми 2 петлями, 1 лицевая петля, 2 лицевая петля скрещенная, либо лицевая петля и изнаночная петля. Тоже на внешний вид особой разницы не будет. Ну, попробуйте, как вам больше нравится. При поворотном вязании я провязываю в начале планочку, платочная вязка, и начинаю вязать. Изнаночная. Подошли к двойному накиду, провязываем 1 накид изнаночной петлей, скидываем с левой спицы. Второй накид можно провязать лицевой петлей скрещенной за заднюю стенку. Можно провязать и за переднюю стенку. Смотрите, как больше нравится. Я буду провязывать так, вот так накид лежал. И мне удобнее развернуть накид и провязать скрещенной изнаночной петлей. 2 изнаночные провязываем и далее опять двойной накид. 1 провязываем, скинули, и 2 провязываем за переднюю стенку, развернув. Еще раз. 1 провязали накид, развернули к себе и скрещенный изнаночный. 2 изнаночные и опять двойной накид. 1 накид провязали, 2 развернули и провязали. И так далее до конца ряда. Как видите, я машинально делаю. 1 накид провязываю, скидываю с левой спицы 2 накид, а подхватываю его просто сзади. Ну, здесь уже каждый подстраивается так, как ему просто удобно. Так, довязала, и у меня планка 1, 2, 3 петли и кромочная. И теперь, смотрите, на этом узоре больше отдыхаешь. То есть вот этих поворотов влево-вправо меньше делаешь. Вот 3-й ряд у меня по узору, да, условно я себе мысленно рисовала, просто вяжу при поворотном вязании это лицевые петли. Так, планку провязала и пошла вязать лицевыми петлями. При круговом вязании то же самое. То есть вяжем по узору 3-й ряд. Все петли лицевые. Четвертый ряд, если это круговое вязание, значит тоже так же все петли лицевые. При поворотном вязании 4-й ряд по узору, то есть все петли получаются изнаночные. И в конце я провязываю 3 петли платочной вязкой и кромочной. 5-й ряд в данном случае будет узора, а не 3-й. Мы будем провязывать все то же самое, что мы делали в первом ряду, только в шахматном порядке. Я снимаю кромочную и 3 петли платочной вязки и далее в шахматном порядке. Накид 2 вместе с наклоном влево. Это петля симметрии. Из 2 петель получилось 2 петли. А дальше мы начинаем вязать раппорт. 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид, 2 вместе с наклоном влево. Раппорт провязали, повторяем. 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид, 2 вместе с наклоном влево. 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид, 2 вместе с наклоном влево. И так до конца. Две влево. Когда осталось 2 петли, провязываем их в конце поворотного вязания. 2 вместе с наклоном вправо и накид. Вот он элемент, да? 2 вправо и накид. И далее у меня планка 3 петли и кромочная петля. 4-й ряд, если круговое вязание, то мы провязываем петли лицевыми. Из двойного накида делаем 2 лицевые петли, либо лицевая и изнаночная. У меня поворотное вязание, я буду провязывать изнаночными петлями. Из 2 накидов, значит, накид встречается одинарный по краям. Если поворотное вязание, значит 1 изнаночной провязываем. Доходим до двойного накида, провязываем 1 изнаночный. Второй накид я скидываю, подхватываю его левой спицей и провязываю скрещенной петлей. Ну, все то же самое, как мы во втором ряду вязали.
Так, провязали. И в конце я планочку довязываю. Итак, 6 рядов провязано. Теперь 7 и 8 ряд мы провязываем просто по узору. То есть при круговом вязании это 2 ряда лицевых петель, при поворотном вязании это 1 ряд лицевой и 1 ряд изнаночный. Я не буду с вами вместе провязывать, да, провяжем самостоятельно. Я довязываю 8 изнаночный ряд, в моем случае поворотное вязание. И все, далее мы его повторяем с 1 по 8 ряд. И вот она разница, да, получается. Все те же самые действия, единственное, мы чередовали 1 и 3 ряд через 1 лицевой ряд. То есть немножечко легче вязать, вот как по мне, ну и внешний вид совсем поменялся.